Сегодня я приглашаю вас на свой участок. Я сегодня буду обрабатывать хвойные деревья после ожога, после зимы. Может быть, есть у нас какие-то заболевания. Может быть, где-то нужно хвою хорошенько вычистить. Я вам сегодня все покажу и расскажу. Совсем скоро все свои хвойные деревья я подстригу. У каждого хвойного есть определенное время стрижки. У туи это где-то начало июня, до середины июля можно стричь, когда уже распустились первые хвоинки, когда они уже такие насыщенные зеленого цвета. Ели, сосны, голубые ели мы стрижем, либо прищипываем в тот момент, когда у нас распускаются свечки, так называемые, можно их обломить. Делается это для того, чтобы растения стали еще более пушистые и густые. Поэтому обязательно, если хотите красивые хвойные растения, обязательно прибегайте к стрижкам. А я все свои красавицы хочу обработать после зимы, простимулировать их. Кто-то в этом году у меня на солнышке поджарился, а кто-то вот как вот это вот с трудом выходит, не понимая, что такое, но, скорее всего, тоже солнечный ожог, потому что нижний ярус зеленый, а верхний, который торчал из-под снега, подгорел. Это тис, он был пересажен, тут маленькая корневая система. Будем все исправлять. Давайте вместе с вами сделаем коктейль. Люблю первую обработку делать абигопиком. Он же хлорокись меди, но хом оставляет белый налет на хвойниках, и что не очень красиво. А вот абигопик самое то. Но помните, медь содержащие препараты мы ни с чем не смешиваем, поэтому мы не будем сейчас делать баковую смесь, а я просто сделаю дополнительную обработку. Это уже будет больше не для хвойных, а для лиственных. Я буду обрабатывать актары от насекомых вредителей, и ее смешаю с цирконом. Циркон – стимулятор роста, вот хвойные растения отлично им обработать. А сейчас будет первая обработка абигопигом. Абигопик – фунгицид контактного действия, поэтому не забывайте о средствах защиты. Я сейчас, конечно, для вас записываю видео, немножечко вот так вот на эту процедуру забью, но делать так нехорошо. И не забывайте, мы не только сверху крону обрабатываем, но и внутри вот так вот залазим прямо опрыскивателем, и все хорошо проходим. У меня все опрыскиватели уже давно аккумуляторные, я очень берегу свое время. Этим же раствором можно и многолетние растения обрабатывать, особенно те, которые болеют. То есть он с бактериальными грибными заболеваниями справляется. Здесь у меня живая изгородь из туи Брабант. И я ее сегодня все утро очищала. И специально оставила одно растение, чтобы показать вам, как я это делаю. Сейчас уделим этому моменту некоторое внимание, потому что очень многие забывают после зимы вычищать туи, а это очень опасно. Внутри в кроне содержатся всякие грибные споры, которые потом размножаются, и растение заболевает, и потом хозяин думает, что же случилось, очень жалко. И тут я тоже по той же схеме все хорошенечко обрабатываю. Даже если ваши растения не болели, видимых заболеваний нет, это профилактическая мера. Делайте ее каждую весну, можно еще осенью проходиться, лишним не будет, чтобы потом не искать причину заболевания. У хвойных растений, если они болеют, они очень быстро погибают, очень быстро размножаются у них споры. У меня такое было. Кто со мной давно я рассказывала, я тоже потеряла взрослые туи. Поэтому сейчас вот лучше вот так.
Сегодня мной уже все почищено. Но вот эта вот туечка специально оставлена для вас, чтобы продемонстрировать, что у нее внутри после зимы. Я их посадила молоденькие в прошлом году, и вот такого безобразия внутри еще не было. Если вы раздвигаете и видите это, пожалуйста, не бойтесь, это еще не заболевание, но это отличное место, где размножаются наши грибные споры. Поэтому вручную все вот так вот вычищаем. Можно делать это веерными граблями. На своем прошлом участке свои большие туи я чистила автомобильной мойкой, либо это хорошо делать воздуходувкой. Но если туи вот такие небольшие, если их немного, обычные веерные грабли, хорошенечко вычищаем и только после этого обрабатываем. Не забывайте, все, что вы счистили на землю, это тоже из-под туй убираем. И грунт вокруг хвойных растений тоже обрабатываем хлорокисью меди. Когда постоят несколько дней, можно пройтись цирконом по хвоинкам, либо пролить эпином. Это можно, кстати, делать сразу. Это будет дополнительная стимуляция корнеобразования, для того, чтобы нарастала быстрее зеленая масса. И, конечно, не забываем об удобрении. Минеральное удобрение, лучше всего минеральное, вносится один раз в хвойное растение за сезон, и лучше это делать весной. Весной, конечно, нашим хвойным нужен азот, чтобы нарастить зеленую массу. Я всегда рыхлю землю, делаю это я раз в сезон, как раз весной, вычистила, хорошенечко прорыхлила. У меня вот здесь такая низинка, стоит еще вода, поэтому оставила на последний момент. Но сейчас вам покажу, как это делать. Спокойно вносите удобрения, их можно даже в июне, весь май вносить. Хорошенечко взрыхлили. И не забывайте в перчатках, это я еще раз вам повторюсь, я показываю. Вносите по норме внесения, которая указана на упаковке, и рыхлите еще раз. Здесь не просто минеральное удобрение, оно органоминеральное. Это лучший тип питания для любого растения, но лучше всего усваивается. Этого удобрения достаточно один раз на весь сезон. Все, мы сделали абсолютно все манипуляции. Что я еще буду делать со своими туями? Я их здесь укрою черным укрывным материалом, потому что видно, что у меня тут очень много травы. И присыплю все корой лиственницы. И пусть она уже растет, эта изгородь, без меня, без моего участия. Вот раз в год уделяю им время. Дальше растут самостоятельно. Еще одно мое внимание они, конечно же, получат. Это во время стрижек. Это будет, наверное, начало июня. Будет зависеть от того, как быстро распустятся мои красотки. Вы можете видеть, что вот эта туя вот так вот развалилась. Это как раз от того, что ее не стригли. Хотите плотное дерево, как вот те деревья, у них немножечко разный сорт, это тоже барабант, и это барабант, но немножечко разная разновидность. И вот так вот выглядит. Но из такой плотную сделать легко и просто. Я вам не раз это показывала. Я знаю, что вы очень много берете информации из моих роликов, но еще более структурированная информация есть в моих лекциях. Школа нетипичного фермера работала для вас 2 года, и сейчас я приняла решение ее закрыть. Очень много лекций по разным культурам. Это клубника, хвойные растения, конечно, декоративный огород. Это все есть на сайте akinina.online. Вы можете поучаствовать в последней ярмарке. Сейчас лекции идут с хорошей скидкой, и эти знания останутся с вами навсегда. Помимо видеолекций, к каждому уроку есть подробный конспект, который вы в дальнейшем можете распечатать и взять с собой на грядки. Также там есть дополнительные материалы по подкормкам, по удобрениям и всему самому нужному для нас, дачников, поэтому приглашаю вас за покупками.